Друзья, всем привет! У нас сегодня 31 мая 2021 года. И я сегодня проснулся с утра, и, как оказалось, торгов на американской бирже сегодня нет. У них сегодня праздник, и у меня день оказался свободным. Я решил не проводить время впустую и записать для вас новое видео. И когда я думал, на какую тему снять видео, я вдруг вспомнил, что мы же пропустили очень важную, знаменательную дату, а именно 2 года с того момента, как я выпустил первое видео на этом канале. Да, это было где-то конец апреля 2019 года, поэтому, плюс-минус 2 года уже прошло, и спасибо каждому из вас, кто подписался, кто меня смотрит, кто ставит лайки и комментирует, мне безумно это приятно, я буду стараться выпускать для вас как можно больше полезных видео, и я думаю, не просто так я пропустил свой день рождения своего канала, просто потому что в начале апреля у меня был очень долгий переезд из Турции сюда, в Доминиканскую республику, и, соответственно, занял он 3 дня и очень много сборов и подготовок, потому как этот перелет осуществлялся сейчас в период пандемии, и это было просто очень-очень сложно. И если вы захотите, напишите об этом в комментариях, я расскажу, чего мне стоил вообще вот этот перелет в такое время, когда практически ничего не летает, все закрыто, необходимо заполнить кучу форм и всего остального, прежде чем вообще посадят на самолет. Вот, соответственно, если вам хочется узнать, как я в это время смог пересечь Атлантику, то, пожалуйста, напишите в комментариях, я, возможно, снимаю об этом отдельный ролик. У меня есть даже некоторые хронологические видеозарисовки по этому поводу, так что будут интересные вставки. Там реально было очень весело, порой страшно, но тем не менее все закончилось хорошо. Но тем не менее, у нас сегодня 2 года с момента создания этого канала, и я посмотрел видео, которое я первый выпустил на канале, и среди них практически первое было видео, называлось «Золотые правила трейдинга», так я решил его в тот момент назвать, и оно даже было не полноценным видео, это было просто вырезка из одного из моих бесплатных вебинаров, которые я тогда проводил в школе при Московской бирже, и просто я вырезал этот кусочек и вставил, потому что та информация, которую я там озвучил, на мой взгляд, являлась самой важной вообще в трейдинге. Я думаю, многие из вас его посмотрели, и мне очень многие писали, что это видео очень сильно повлияло на взгляд на торговлю, как нужно торговать и вообще о чем нужно думать. И, соответственно, если это так, если на вас оно тоже повлияло, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, мне будет очень и очень приятно. Но, тем не менее, кроме того, что в этом видео я постарался дать максимально важные советы, как, на мой взгляд, самые важные в трейдинге. Если позволите, я здесь их вкратце напомню, а именно, если вдруг так получилось, что вы оказались в неблагоприятной позиции для себя, то есть вы вошли в какую-то позицию, а рынок пошел против вас, то первое, что вам нужно сделать, это очень-очень важно, это закрыть свою позицию моментально. То есть не давать рынку идти против себя очень много. Таким образом, у вас всегда есть следующий шанс. Если вы не потеряете на этой сделке много, потеряете совсем маленький кусочек, то, соответственно, у вас останется практически весь ваш депозит, чтобы пробовать еще. То есть вот такое правило, оно дает долголетие на бирже. Да? Но вторая часть вот этих правил заключается в том, что если вы вдруг каким-то образом, неважно, будь то осознанно, либо просто наобум, как я это делал в самом начале своей карьеры, вошли в позицию, и она начинает быть для вас прибыльной, то есть та позиция, которая начинает увеличивать ваш счет, растить ваш счет, вы должны оставаться в ней максимально долго, очень-очень долго. И об этом я уже говорил об этом не раз, и в принципе ничего нового здесь нет, как с тех пор у меня были эти правила, так они и остались. Но в этом видео я бы хотел поговорить немножко на стороннюю от этих правил тему, потому как часто мне пишут люди и говорят, что Игорь, мы правильно все поняли, это очень-очень важные правила, но как себя перебороть и как научиться соблюдать эти правила, потому что знать мы можем, но соблюдать эти правила очень и очень сложно для кого-то. Напишите в комментариях также, если для вас также это сложно. Интересно, слышно вам? Нет, но здесь сейчас летает дрон и, видимо, снимает меня. Такой звук, как будто бы огромная пчела тут летает. Привет!
Ну так вот, сегодня бы я хотел поговорить с вами не об этих правилах, да, потому как я и сказал, они не изменились, а немножко разобраться в причине того, почему нам так сложно порой их соблюдать. И здесь, как вы знаете, я не очень люблю подходить с точки зрения психологии, да, к тренингу. Я всегда говорю, что психология в тренинге это, в принципе, такая на последнем месте стоящая величина, и она важна, конечно, разумеется, важна, но никакой психологии ничего не закроешь, если не будут закрыты основополагающие принципы. Это риск-менеджмент, правильно выбранный депозит и строго прописанные правила системы, которые вами же проверены. Да, если вы систему сами не проверили, то, разумеется, вы не сможете в нее поверить на все 100%. Это очень-очень важно при осознанной торговле. Так вот, тем не менее, самое важное, что с нами происходит, когда мы окунаемся в мир трейдинга, это мы попадаем в целый океан различных эмоций, различных факторов, которые выводят нас на эмоции, да, потому как рынки сами по себе непредсказуемые, сумасшедшие, это движение коллективного, бессознательного, которое невозможно никогда предсказать в следующую секунду, что с ними будет происходить, поэтому они очень сильно могут вводить нас на эмоции, и самое важное, как трейдер, мы должны делать в первую очередь, это избавляться, максимально постараться избавиться от таких вот факторов, которые, опять же, могут вывести наше эмоциональное поле в какое-то очень высокое русло. Да. Поэтому очень важно быть спокойнее, и вот самое страшное, что есть в тренинге, это бояться неизвестности, да, бояться самого страха. И причина вот этого страха, как вот этой неизвестности, их много, и некоторые из них кроются в фигурах, которые есть на рынке. И когда я только начинал трейдинг и начал разрабатывать свою систему торговли, некоторые модели, некоторые свечные вариации и тому подобное для меня были очень страшные, точнее, они были просто страшные тем, что они были для меня непонятны, да, то есть неизвестность, это новая информация, которую я не мог понять, и это выбивало меня из колеи. Когда я вижу что-то, что я не понимаю, это достаточно сложно как-то воспринимать спокойно, легко, хочется постоянно от этого убежать, либо предпринять какие-то защитные действия. Так вот, каждый раз, когда я сталкиваюсь с такой фигурой, которую я не знал, да, или вообще с каким-то явлением, которое я не знал на рынке. Первое, что я сделал, чтобы избавиться от страха, это изучить предмет страха. Да, в данном случае вот какую-то неизвестную фигуру. И я по этому поводу записал большой вебинар, 2-часовой, я думаю, вы уже его смотрели. Это «Как создавать торговые системы». Там я как раз взял фигуру, которая впоследствии получила название УПС, фигура УПС, которая тоже вначале меня пугала, возможно, кого-то из вас тоже пугала, когда рынок резко открывается с гэпом в одну сторону, например, вверх, выше максимум предыдущего дня, а потом весь этот день идет в противоположную сторону и закрывается прямо противоположным образом, нежели мы от него ждали. Или, соответственно, он может открыться вниз и также закрыться как восходящий в день. Соответственно, такая фигура может нас выбить из колеи, мы не понимаем, что это такое. И когда я понял, что со мной такое происходит, первое, что я сделал, это я собрал очень большое количество этих случаев на историю. Случаев таких фигур, их несколько сотен, может быть, даже тысячи, я так собрал, я уж не помню. И после того, как я их собрал, померил, изучил и собрал по ним некую статистику, страх исчез, да, то есть когда в следующий раз вот эта фигура появлялась, я уже знал, что это такое, я дал этому название, и есть такое явление очень интересное в нашей психике, когда мы что-то изучаем, когда мы чему-то даем название, это перестает нас пугать. Соответственно, мы можем попробовать хотя бы применить вот подобную модель и для нашей психологии, и, наконец, разобраться, почему нам так сложно резать убытки быстро и держать хорошую позицию долго. Просто поговорив об этом, разобраться, откуда идут корни вот этих наших привычек, ложных привычек, которые мы все несем в трейдинг, и тогда, возможно, я даже в этом уверен, нам будет в моменте намного легче, опять же, соблюдать эти правила. Так что давайте попробуем, выясним, что из этого всего получится, а вы потом в комментариях мне напишите. И давайте начнем с причины, по которой нам бывает сложно соблюдать первую часть вот этого правила, а именно резать убытки быстро. Почему же нам так сложно закрывать убыточные позиции? Я очень долго думал об этом, и результатом вот этих раздумий стало то, что причина может крыться в нашем образовании. Да-да, то есть все идет из детства, потому как в мире есть несколько моделей
обучения людей самого разного возраста. И модели эти крайне отличаются. Например, есть условно американская модель, а от нее очень сильно отличается модель европейская, по которой мы с вами воспитывались, по которой мы учились в школе. В европейской модели образования во главу угла всегда ставился правильный ответ. Нас так учили в школе, что если мы дадим хороший ответ, нам поставят 5, если плохой ответ, нам поставят 2. И, соответственно, за очень продолжительное время, начиная с детского садика, возможно, даже еще до детского садика, нас всегда приучали вот к такой модели. Мы должны давать правильные ответы, мы должны всегда отвечать правильно, и только тогда мы получим какое-то вознаграждение. Пусть даже эфемерное в виде каких-то циферок на бумажке, но тем не менее. Нас похвалят за то, что мы ответили правильно, и поругают, если мы что-то сделали не так. И, соответственно, в американской системе приветствуется попытка. Вот это очень важная отличительная черта. Там не так важен результат от попытки, как просто наличие силы воли, чтобы совершить эту попытку. Может быть, даже не одну попытку, еще раз. То есть там людей учат ошибаться и пробовать еще раз. И, соответственно, когда вот мы с вами идем в трейдинг, мы несем вот эту привычку, желание правильного ответа и обязательно только правильного ответа. Несем в трейдинг. Что из этого получается? А получается из этого то, что когда обстоятельства начинают складываться не лучшим образом, мы не можем закрыть убыточную позицию просто лишь потому, что это и будет признание нашей неправоты. Когда мы находимся еще в позиции, пусть даже убыточной позиции, пусть очень сильной позиции, но пока мы не зафиксировали наш убыток, пока мы не выставили наш стоп-лосс или просто с руки не закрыли нашу позицию, мы все еще надеемся на то, что все будет хорошо, и рынок развернется, и тогда нам не нужно будет признавать свои ошибки. Так вот, страх признания своей ошибки, признания неправоты, он у нас гораздо сильнее, чем страх потерять депозит. И здесь, к сожалению, потренироваться вне трейдинга, чтобы искоренить вот эту привычку, практически невозможно. Трейдинг вообще, я очень часто об этом говорю, настолько уникальное явление, настолько уникальная деятельность. Да, тут есть оттенки разных видов деятельности нашей бытовой. Это, возможно, и бизнес, и обычная работа, и спорт, и наука. Все здесь есть. Но есть некоторые моменты, которые можно потренироваться, исключительно занимаясь трейдингом. Да? Одна из таких особенностей вот как раз в нашей психологии относительно принятия своей неправоты, принятия вот этой ошибки. Соответственно, в следующий раз, когда вы вдруг поймаете себя на мысли, что вы не можете закрыть убыточную позицию, вспомните, что причина этого, скорее всего, кроется в вашем страхе признать вот эту ошибку в виде сработанного стоп-лосса, либо просто закрытия позиции. И когда вы это поймете, когда вы понимаете, что сейчас-то вас никто не накажет, да, сейчас уже никто не будет вас ругать за признание своей неправоты, вы можете в конце концов об этом никому и не рассказывать. Поэтому, осознавая причину вот этой проблемы, возможно, справиться с этой проблемой будет вам намного проще в будущем. Так что это была первая часть. Вторая же часть и вторая проблема, которая лежит в нас и которая не дает нам соблюдать второе правило, а именно держать хорошую позицию очень долго, кроется опять же в наших привычках в обыденной жизни. И наш жизненный опыт зачастую подсказывает нам, что когда начинает происходить что-то позитивное в нашей жизни, то это ненадолго. Да? Мы все привыкли почему-то, что количество негативных событий и продолжительность негативных событий гораздо больше и дольше, чем позитивных событий. Соответственно, мы все это опять же несем в трейдинг, и когда мы вдруг входим в позицию, которая начинает быть прибыльной для нас, с нами что-то происходит, и на самом деле это очень сложно пересиживать прибыльные позиции, намного сложнее, чем пересиживать убыточные, потому как это что-то не укладывающееся в рамках нашего сознания, да, то есть для нас это практически не норма, что все вдруг так хорошо, даже не верится. Соответственно, очень важный момент, мы стараемся избавиться от этой позиции. Почему? Потому что мы боимся, что если вот сейчас пошло что-то хорошо, то это скоро перевернется и снова все будет плохо. Поэтому мы стараемся зафиксировать хотя бы небольшой плюс и этим быть довольным, просто опять же потешив свое самолюбие тем, что мы оказались правы. Опять же, желание правоты в нас и в этом случае тоже присутствует. И по этому поводу у нас есть даже очень популярная в обиходе поговорка «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». И поддерживаемые этой поговоркой мы в
трейдинге начинаем совершать неправильные действия, а именно закрывать прибыльную позицию, как только она начала увеличивать наш счет. Этого делать ни в коем случае нельзя, если вы хотите видеть положительную динамику своего счета на долгом промежутке времени. Соответственно, делать так, конечно, ни в коем случае в трейдинге нельзя. И главное, на что мы должны быть нацелены, это то, чтобы поймать один раз одного очень жирного, крупного, хорошего журавля. Но ни в коем случае не довольствоваться маленькими синичками. Да, это очень-очень важно. И здесь, к сожалению, да, вот такие, обозначив вот эти две проблемы, что одна из них кроется в нашем воспитании, школьном воспитании, а вторая просто в полученном жизненном опыте, просто узнав и назвав вот эти проблемы, поняв, откуда их корни, во-первых, становится уже немного легче в моменте совершать правильные действия, но, к сожалению, это пока не раскрывает того, как нам избавиться от этих привычек, да, от этих установок, которые нам мешают. Поэтому сегодня, если так можно выразиться, мы обозначили причины нашего страха, посмотрели на них со стороны, немножко покопались в их корнях, и я думаю, что для многих из вас уже, понимая, осознавая, что с вами происходит, намного легче будет совершать правильные действия и соблюдать вот эти золотые правила, о которых я сказал еще 2 года назад, хотя и раньше тоже о них говорил. Поэтому, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Еще раз всех поздравляю с 2-летием этого канала. Я надеюсь, он вам нравится, и вы будете впредь также смотреть. Системной вам торговли и увидимся в следующий раз. Всем пока!